Всем привет! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный домашний торт. Рецепт простой, быстрый, и для его приготовления вам не понадобится ни весы, ни миксер. И начнем с приготовления шоколадного бисквита. Тесто готовится быстро, поэтому я сразу включаю разогреваться духовку до 180 градусов. В миске соединяем 2 яйца, щепотку соли и 1 стакан сахара. Объем моего стакана 200 мл. Все хорошо перемешиваем венчиком до образования такой легкой пены. Затем добавляем 4 столовые ложки растительного масла без запаха. Немного перемешиваем. И добавляем 1 стакан кефира, обязательно комнатной температуры. Его можно заранее достать из холодильника или немного подогреть. Все хорошо перемешиваем до однородности. Как я уже говорила, в данном рецепте весы нам не понадобятся, поэтому все ингредиенты я пропишу в стаканах и в ложках в описании под этим видео. Дальше берем 1 стакан муки, 2 столовые ложки с горкой какао и половину чайной ложки пищевой соды и просеиваем в общую массу. Затем все хорошо перемешиваем венчиком до однородного состояния. Отдельно соду гасить не нужно, она погасится в тесте за счет кефира. Слишком долго его перемешивать не нужно. Как только масса стала однородной, можно останавливаться. В итоге получается вот такое однородное льющееся тесто. Оно долго ждать не может, поэтому к этому времени духовка у вас уже должна быть разогрета. Выпекать бисквит я буду в форме диаметром 20 см, но также подойдет и 22 см. Дно формы я застелила пергаментом, а стенки ничем не смазывала. Выливаю тесто и немного прокручиваю форму, чтобы оно равномерно распределилось и бисквит получился более ровным. Затем отправляю выпекаться при температуре 180 градусов 30-40 минут. У меня бисквит уже готов. В моей духовке он выпекался ровно 40 минут. Готовность обязательно проверяем деревянной зубочисткой. Бисквит получается влажным, поэтому небольшое количество крошек на зубочистке допустимо. Даю ему 10-15 минут остыть в форме. Затем острым ножом прохожусь по краю, снимаю форму и оставляю на решетке полностью остыть. Пока бисквит остывает, приготовим крем. Понадобится 350 граммов сметаны 20-25% жирности. У меня это ровно 1 банка. Если у вас сметана жидкая, то я советую заранее ее отвесить, чтобы стекла лишняя влага. В сметану добавляем 1 банку вареной сгущенки и все хорошо перемешиваем венчиком. Сразу скажу, что сгущенка может пойти комочками. Это нормально, так как сметана и вареная сгущенка имеют разную плотность. В такой ситуации можно поступить двумя способами. Можно пробить крем погружным блендером до однородности, либо подогреть его в микроволновке буквально 10-15 секунд и затем еще раз хорошо перемешать венчиком. В итоге получается вот такой однородный и очень вкусный крем. Конечно, он получается не очень густой, но благодаря этому коржи лучше пропитаются и торт получится очень нежный и мягкий. После того, как бисквит полностью остыл, аккуратно срезаем верхушку. Обрезки я не выбрасываю и буду использовать их для украшения торта. Сам бисквит нарезаю на 3 коржа. Для нарезки я использую зубчатый нож для хлеба. Сначала делаю насечки по краю и затем разрезаю уже в середине. Такой бисквит получается очень влажный, мягкий, даже пропитывать не нужно. Теперь можно переходить к сборке. Чтобы тортик получился более ровным, я буду собирать его в кольце. Кладу первый корж и зажимаю его разъемным кольцом. Если нет разъемного кольца, можно использовать кольцо от формы для выпечки. Выкладываю примерно 1/3 крема и разравниваю. По желанию в прослойку торта можно добавить немного измельченных грецких орехов.
Затем кладу следующий корж, немного его прижимаю и кладу порцию крема. Еще для такого торта можно приготовить творожно-сметанный крем. Готовится он очень просто и отлично сочетается с шоколадным бисквитом. На моем канале уже есть рецепт такого крема, ссылку на него оставлю в описании. Сверху кладу третий корж, немного его прижимаю, затем накрываю торт пищевой пленкой и теперь его нужно убрать в холодильник на 2-3 часа, чтобы он хорошо пропитался и стабилизировался. Но лучше оставить его там на ночь. Я оставила немного крема, чтобы после стабилизации покрыть им бока и верх торта. Его тоже пока убираю в холодильник. Обрезки бисквита измельчаем в крошку. Это можно сделать в блендере, натереть на терке или измельчить руками. У меня торт простоял в холодильнике около 3 часов и уже отлично стабилизировался. Острым ножом прохожусь по краю и убираю кольцо. Оставшимся кремом покрываю весь торт и затем уже посыпаю крошкой. У меня немного не хватило крошки, поэтому по краю я решила посыпать измельченным грецким орехом. Если хотите порадовать своих близких чем-то сладким, то этот рецепт то, что вам нужно. Готовится очень просто, быстро, без весов, без миксера, в составе только самые доступные продукты, а в результате получается очень влажный, сочный и ароматный торт, который буквально тает во рту. Поэтому обязательно сохраняйте рецепт, делитесь с друзьями. И буду рада, если вы напишите свое мнение об этом рецепте в комментариях. А в шапке моего канала указана почта, куда вы можете присылать свои результаты. Также на моем канале каждую неделю выходит новое видео простых, домашних и вкусных рецептов. Обязательно переходите и подписывайтесь. Я желаю вам приятного аппетита и удачной готовки!